Что если под антарктическим льдом толщиной 3 километра прямо сейчас существует цивилизация, о которой правительства мира знают уже десятилетия? В феврале 2022 американские военные спутники зафиксировали под ледяным щитом Антарктиды тепловые аномалии размером с крупный город. Там данные засекретили в течение 48 часов. Российские сейсмологи еще в 1988-м обнаружили под куполом «Восток» систему туннелей правильной геометрической формы, которую официальная наука до сих пор не объяснила. И это только начало. То, что скрывается за ледяной стеной на самом краю Земли, перевернет все, что ты знал об истории человечества. Антарктида — единственный континент на Земле, где существует международный договор, запрещающий любые военные операции и добычу ресурсов. Звучит как защита природы. Но в договоре от 59-го есть один пункт, который почти никто не читал. Любые находки под поверхностью континента автоматически переходят под контроль государств-подписантов и засекречиваются на срок до 100 лет. Это не экологический договор. Это соглашение о молчании. В январе 2017-го к антарктической станции МакМёрдо прилетел самолет с Джоном Керри, тогдашним государственным секретарем США. Официальная причина визита — ознакомление с климатическими исследованиями. Керри стал первым действующим членом американского правительства такого уровня, посетившим Антарктиду. За 3 недели до его прилета туда же отправился патриарх Кирилл. Затем его госпитализировали с острой пневмонией, и аккаунт замолчал на несколько месяцев. За 2 месяца до этого астронавт Базз Олдрин, который после возвращения написал в своем микроблоге всего 2 слова. Чистое зло. 3 человека с принципиально разными связями, политик, религиозный лидер, астронавт, посещают один и тот же засекреченный континент в течение 2 месяцев. Совпадение не объясняет такой концентрат. Немецкая антарктическая экспедиция 1938 года под командованием Альфреда Ричера облетела и картографировала территорию площадью 600 тысяч квадратных километров. Официально для поиска китобойных баз. Но экспедиция сбросила на лед тысячи металлических зондов с нацистской символикой, обозначив территорию как Новая Швабия. Ни одна другая страна не занималась подобным картографированием в то время с такой точностью. Немецкие летчики зафиксировали в дневниках свободные ото льда долины с теплой водой и темной скалистой породой. В регионе, где температура не поднимается выше минус 30. В 1947-м американский адмирал Ричард Бёрд возглавил операцию «Высокий прыжок», крупнейшую военную экспедицию в Антарктиду в истории. 13 кораблей, 23 самолета, 4700 военнослужащих. Официальная цель — научные исследования. Но экспедиция была рассчитана на 6-8 месяцев и свернулась через 8 недель с засекреченными потерями в технике и личном составе. Бёрд дал единственное интервью чилийской газете, в котором сказал дословно: «Нам противостояла сила, способная летать с полюса до полюса с невероятной скоростью». После этого интервью его отстранили от публичных комментариев об Антарктиде до конца жизни. Геологи из Университета Эдинбурга в 2016-м опубликовали данные радарного зондирования подледного рельефа Антарктиды. Вода в нем жидкая при температуре минус 3 градуса из-за геотермального давления. Под куполом «Восток» на глубине около 4 километров обнаружено подледное озеро длиной 250 километров, крупнее Байкала по площади. Российские ученые пробурили к нему скважину и в 2012-м достигли поверхности воды. Образцы взяли. Результаты анализов засекречены полностью. Ни одной публикации в рецензируемых журналах за 12 лет. В той же зоне радарное сканирование зафиксировало под льдом структуры с прямыми углами и регулярными промежутками. Природные образования, скалы, кристаллы льда, горные породы не формируют прямых углов на протяжении сотен метров. Геологи из Эдинбургской группы назвали эти объекты аномалиями неустановленного происхождения и передали данные в НАСА. Дальнейшая судьба этих данных неизвестна. Карта Пири Рейса, составленная в 1513-м, изображает береговую линию Антарктиды без ледяного покрова с точностью, которую картографы смогли подтвердить только после сейсмического зондирования в 20 веке. Антарктида официально открыта в 1820-м. Пири Рейс указал в примечаниях к карте, что копировал ее с более древних источников, чьих он не написал. В марте 2023-го норвежский спутник дистанционного зондирования зафиксировал над Восточной Антарктидой тепловой след длиной 80 километров, уходящий под лед. Норвежское космическое агентство передало данные в Европейское космическое агентство. Через 72 часа файлы были удалены с общедоступных серверов. Сотрудник агентства, опубликовавший скриншоты в закрытом научном форуме под псевдонимом, написал одно предложение: это не вулканическая активность. Его аккаунт заблокировали в течение суток. Существует список из 19 ученых, работавших на антарктических станциях в период с 1985 по 2018, которые после возвращения публично заявляли об аномальных находках. 3 из них все равно заговорили.
Все 19 подписали соглашение о неразглашении с формулировкой «угроза национальной безопасности». Геофизик Родни Клайв в 2004-м дал интервью австралийскому изданию, описав под куполом Конкордия звуковые волны искусственного происхождения. Регулярные импульсы с интервалом точно 27 секунд. Через 3 недели после публикации издание отозвало материал. Клайв скончался от сердечного приступа в 52 года через 4 месяца после интервью. Американская станция Амундсен-Скотт на Южном полюсе работает круглогодично с 56-го. Официально климатология и астрофизика. Но в штатном расписании станции, которое утекло в сеть в 2019-м, числились 12 сотрудников с квалификацией специалист по подземным коммуникациям и 8 человек с пометкой «Акустический анализ нестандартных сигналов». Ни климатология, ни астрофизика не требуют таких специалистов. В 2012-м чилийские военные перехватили радиосигнал в диапазоне, который не используется ни одним известным передатчиком. Сигнал шел из точки с координатами 78 градусов южной широты, глубоко в антарктической зоне, где нет ни одной зарегистрированной станции. Структура сигнала была регулярной. Ни атмосферный шум, ни отражение, ни спутниковая помеха. Чилийское военное командование направило запрос в антарктический договорной секретариат. Ответ пришел через 6 месяцев с единственной фразой: источник установлен, информация не подлежит распространению. Спутниковые снимки антарктического побережья в районе земли Котса, сделанные в августе 2021, показали в прибрежном льду серию отверстий идеально круглой формы диаметром от 10 до 15 метров. Океанологи из Бременского университета предложили версию о таянии снизу из-за теплых течений. Но течения не создают идеальных окружностей. Российский глициолог Андрей Пермяков опубликовал в научном журнале расчеты, показывающие, что для образования таких отверстий требуется направленное механическое воздействие снизу. Статью отклонили 3 редакции подряд без объяснения причин. На 4-й попытке ее приняли, но затем тихо убрали из онлайн-архива через 2 месяца после публикации. Самое показательное — это не отдельные факты, а их синхронность. Засекречивание данных происходит не в одной стране, а одновременно в нескольких. Норвегия, США, Россия, Чили, Австралия действуют как единый механизм, хотя политически эти государства находятся в состоянии острых противоречий по всем остальным вопросам. Антарктида — единственная точка, где они работают согласованно и молча. Это не случайное совпадение интересов. Это координация, у которой есть причина. Геотермальное тепло под Антарктидой разогревает породу снизу уже миллионы лет. Это официальный научный факт. Но его следствие почти никогда не обсуждается открыто. Под ледяным щитом существуют обширные зоны с температурой выше нуля, жидкой водой и атмосферным давлением, достаточным для существования сложных форм жизни. Не гипотетически, это подтверждено бурением. Вопрос не в том, возможно ли там жить. Вопрос в том, насколько она развита. Радарное зондирование британской антарктической службы в 2014-м выявило под западным ледяным щитом сеть из 37 подледных озер, соединенных системой туннелей. Туннели имеют постоянное сечение на протяжении десятков километров. Природные карстовые пещеры так не формируются, они расширяются и сужаются хаотично. Постоянное сечение означает либо искусственное происхождение, либо направленное воздействие на породу в течение очень долгого времени. В 2018-м итальянские геофизики из университета Болоньи провели сейсмическое зондирование района озера Восток и обнаружили под его дном слой осадочных пород толщиной около 300 метров. Анализ структуры этого слоя показал признаки многократного перемещения материала, то, что геологи называют следами длительной деятельности. В природных условиях такой слой формируется либо реками, либо механическим перемещением грунта. Рек там нет уже 15 миллионов лет. Откуда осадок? Официального ответа нет. Температурные карты Антарктиды, составленные по данным спутника ИК-2 в 2019-м, показали в 4 точках континента локальные тепловые аномалии с температурой поверхности льда на 8-12 градусов выше окружающего фона. Все 4 точки расположены над зонами максимальной концентрации подледных туннелей. Ни одна из 4 точек не совпадает с известными вулканическими структурами. Источник тепла в каждом случае обозначен в научных отчетах как не установлен. Аргентинский геолог Карлос Видаль, работавший на станции Бельграно-2 в 1997-м, описал в личном дневнике, опубликованном его семьей после его смерти в 2015-м, следующее. На глубине бурения около 800 метров бур прошел через слой породы и провалился в пустоту. Падение длилось около 3 секунд до удара. Расчетная глубина пустоты не менее 40 метров. Бур поднял. Образцы с его наконечника содержали следы органических соединений, которые не встречаются в антарктических породах. Официального отчета об этом бурении в архивах аргентинской антарктической программы нет. Если под Антарктидой существует развитая подземная среда обитания, у нее есть одно принципиальное преимущество перед поверхностными цивилизациями – полная изоляция на протяжении миллионов лет. Эволюция в замкнутой среде с постоянными условиями идет по принципиально иной траектории. Не быстрее и не медленнее, иначе. Отсутствие внешних угроз убирает необходимость в агрессивной экспансии.
Если под льдом Антарктиды действительно прячется цивилизация, то, возможно, они уже подписали на нас свою платную подписку. Не теряй время, загляни на наш сайт playprofity.com, где собраны все самые популярные нейросети. А если зарегистрируешься сегодня, получишь бонус 500 токенов. Ссылка в описании. Наличие ограниченных ресурсов создает давление в сторону максимальной эффективности. Цивилизация, развивавшаяся в таких условиях сотни тысяч лет, будет отличаться от человеческой настолько радикально, что само слово «цивилизация» может оказаться неточным. Именно поэтому реакция правительств на антарктические данные не паника и не военная подготовка. Это методичное скоординированное молчание. Потому что те, кто получил доступ к реальной информации, уже понял. То, что находится под льдом, не представляет угрозы в привычном смысле. Оно просто существует. И оно там значительно дольше, чем существуем мы. Google Земля показывает Антарктиду в низком разрешении. Это не техническое ограничение. Коммерческие спутники уже 20 лет снимают поверхность планеты с точностью до 30 сантиметров. Антарктида в сервисе намеренно размыта до уровня, при котором объекты размером меньше 50 метров неразличимы. Это политическое решение, оформленное через соглашение между владельцами спутниковых данных и правительствами стран, участниц Антарктического договора. Но спутниковые снимки все равно утекают. В 2016-м пользователь под псевдонимом на одном из геологических форумов опубликовал серию снимков антарктического побережья в районе Земли Королевы Мод, сделанных военным спутником с разрешением около 1 метра. На снимках отчетливо видны 3 объекта правильной формы, выступающие из льда на высоту от 20 до 40 метров. Форма объектов — усеченные пирамиды с ровными гранями. Геологи на форуме немедленно предложили версию Нунатаков — скальных выступов, обточенных ветром. Но ветровая эрозия не создает 4 симметричные грани с одинаковым углом наклона. Пост удалили через 18 часов. Скриншоты сохранились в архивах нескольких независимых исследователей. В 2020-м оператор коммерческого спутника Плеяды-1 случайно включил в публичный каталог снимок с координатами 74 градуса южной широты, 22 градуса западной долготы. На снимке идеально прямая линия длиной около 8 километров, уходящая под лед. Ширина линии постоянна на всем протяжении, около 12 метров. Геологических процессов, создающих прямые линии постоянной ширины длиной 8 километров, не существует. Снимок пробыл в каталоге 4 часа и был удален с пометкой «Ошибка классификатора». Французское агентство, до сего управляющее спутником, на запросы журналистов не ответило. Американский полярный исследователь Генри Маккей в 2008-м сфотографировал с борта транспортного самолета в районе хребта трансантарктических гор серию объектов на поверхности льда. Снимки он описал в письме коллеге как правильные темные прямоугольники размером примерно 100 на 200 метров, расположенные в шахматном порядке на площади около 2 квадратных километров. Маккей отправил снимки в Национальный научный фонд США с запросом об идентификации. Ответ пришел через 2 месяца. Объекты идентифицированы, дополнительная информация не предоставляется. Сами снимки Маккей после этого ответа публично не показывал. По его словам, его попросили этого не делать. В 2022-м независимый исследователь из Нидерландов Йост ван дер Берг систематизировал все публично доступные спутниковые снимки Антарктиды за период с 2001 по 2021 год и выявил закономерность. В 37 конкретных точках континента снимки либо отсутствуют полностью за весь 20-летний период, либо заменены на изображения с явными признаками цифровой обработки. Одинаковые текстуры льда, повторяющиеся паттерны, нехарактерная однородность. 37 точек образуют на карте не случайный разброс, а 3 концентрические дуги вокруг географического Южного полюса. Ван дер Берг опубликовал карту в открытом доступе. Она до сих пор доступна онлайн, видимо, потому что большинство людей не знает, что именно на ней искать. Отдельного внимания заслуживают инфракрасные снимки, которые изредка попадают в открытые архивы через ошибки автоматической классификации. В инфракрасном диапазоне тепловые аномалии под льдом видны значительно отчетливее. В 2 случаях, снимки 2011 и 2017 года, инфракрасные изображения показывали под поверхностью льда структуры с четко выраженным тепловым контрастом и геометрически правильными границами. Оба снимка были удалены из архивов в течение нескольких дней после обнаружения. Но их успели скачать. И те, кто их видел, описывают одно и то же. Под льдом что-то светится. Равномерно. Регулярно. Как будто там есть освещение. Антарктический договор подписали 12 государств в 10-9. Сегодня его участниками являются 54 страны. Но реальный контроль над континентом осуществляют 7: США, Россия, Великобритания, Австралия, Норвегия, Чили и Аргентина.
Именно эти 7 государств имеют постоянные круглогодичные станции в ключевых точках континента. Именно их спецслужбы координируют засекречивание данных. И именно между ними в 59-м было подписано секретное приложение к договору, существование которого подтвердил в 2003-м бывший сотрудник британского министерства иностранных дел Питер Хендерсон, и которое до сих пор официально не рассекречено. Хендерсон описал содержание приложения в показаниях парламентской комиссии по государственной тайне. Согласно его словам, приложение устанавливало протокол действий при обнаружении под антарктическим льдом признаков разумной деятельности. Протокол состоял из 3 уровней. Первый — немедленное засекречивание всех данных и эвакуация персонала из зоны обнаружения. Второй — передача информации исключительно главам государств 7 стран-контролеров без участия парламентов или иных выбранных органов. Третий — публичное отрицание с использованием заранее подготовленных научных объяснений. Показания Хендерсона были приняты комиссией, занесены в протокол и засекречены на 75 лет. Механизм засекречивания работает не через прямые приказы, а через финансирование. Все крупные антарктические исследовательские программы финансируются либо напрямую государственными агентствами, либо через фонды, подконтрольные тем же 7 правительствам. Ученый, получающий грант на антарктические исследования, автоматически подписывает соглашение о передаче всех данных спонсирующей организации до публикации. Организация решает, что публиковать. Это не цензура в юридическом смысле. Это контроль через финансовую зависимость, который значительно эффективнее любой цензуры. В 2014-м группа из 18 ученых из 6 разных стран подписала открытое письмо с требованием полной прозрачности антарктических данных и отмены соглашений о неразглашении для научного персонала. Письмо опубликовали 3 академических издания. В течение месяца 12 из 18 подписантов лишились грантового финансирования. 4 потеряли университетские должности по формальным основаниям, не связанным с письмом. 2 отозвали свои подписи публично. Оставшиеся 4 продолжают работать в академической среде, но ни один из них с 2014-го не получил ни одного гранта на антарктические исследования. Отдельный элемент системы контроля — медиа. Ни одно крупное западное издание не публиковало расследований об антарктических аномалиях. Это объяснимо. Крупные издания зависят от рекламных бюджетов крупных корпораций, которые в свою очередь зависят от государственных контрактов и регуляторных решений. Публикация материала, прямо противоречащего официальной позиции 7 крупнейших государств мира, создает репутационные и коммерческие риски, которые редакционная политика не готова принять. Материалы об антарктических аномалиях выходят только в независимых изданиях с небольшой аудиторией, именно там, где их легко квалифицировать как конспирологию. Показательная история канадского журналиста Марка Олсена, который в 2019-м начал расследование о засекреченных антарктических данных для крупного национального издания. За 4 месяца работы он получил подтвержденные показания от 3 бывших сотрудников антарктических станций и документы, указывающие на существование засекреченного протокола. Редакция издания отказала в публикации без объяснения причин. Олсен опубликовал материал самостоятельно на личном ресурсе. Через 2 недели его вызвали на беседу в канадское агентство государственной безопасности. Содержание беседы он не раскрывает, расследование он не продолжил. Система работает не потому, что все участники знают правду. Она работает потому, что каждый участник знает ровно столько, сколько необходимо для выполнения его функции, и не больше. Ученый засекречивает данные, не зная зачем. Чиновник подписывает протокол, не читая приложений. Редактор отклоняет материал, руководствуясь инстинктом самосохранения, а не прямым приказом. Именно такая система не разрушается от утечек, потому что каждая отдельная утечка содержит только фрагмент, недостаточный для полной картины. Полная картина складывается только тогда, когда смотришь на все фрагменты одновременно. В 1997 году гидрофоны системы SOSUS, американской подводной сети прослушивания океана, созданной для отслеживания советских подводных лодок, зафиксировали звук, который операторы немедленно передали в Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Звук получил обозначение блип и был описан как нарастающий низкочастотный сигнал продолжительностью около минуты. Его источник был триангулирован с точностью до нескольких сотен километров. Район южной части Тихого океана, вблизи антарктического побережья. Мощность сигнала была настолько высокой, что его зафиксировали гидрофоны на расстоянии 5000 километров от источника. Официальное объяснение — растрескивание айсберга. Но ни один известный физический процесс растрескивания льда не создает направленный нарастающий сигнал такой мощи. Акустики, работавшие с записью, в частных разговорах называли его структуру слишком организованной для природного явления. Сигнал блип, не един в той же системе SOSUS, за период с 1984 по 2005 зафиксированы еще 4 аномальных сигнала антарктического происхождения, получивших обозначение медленный, поезд, вой и июля. Все 5 сигналов объединяет одно: их мощность превышает все, что способны создать известные природные или технические источники в океане. Юлия в 99-м звучала непрерывно около 15 секунд и была слышна на всей сети гидрофонов Тихого океана одновременно. Источник Somewhere снова антарктический регион. Официальное объяснение для Юлии.
айсберг, севший на мель. Для того, чтобы айсберг создал сигнал такой мощности, он должен был бы весить больше, чем вся Антарктида. В 2004-м японская антарктическая экспедиция на станции Сёва зафиксировала серию сейсмических импульсов, не совпадающих ни с одним известным источником в регионе. Импульсы повторялись с интервалом точно 18 минут на протяжении 7 дней подряд, затем прекратились. Японские сейсмологи опубликовали данные в специализированном журнале с осторожной формулировкой «Источник не идентифицирован». Американская геологическая служба в ответном комментарии предложила версию о резонансе ледяных массивов. Резонанс не бывает точным до минуты на протяжении 7 суток. Новозеландская антарктическая программа в 2013 установила на побережье моря Росса сеть сейсмографов для мониторинга ледниковой активности. Через 3 месяца после установки приборы начали фиксировать сигналы из глубины, которые операторы описали в рабочем журнале как ритмические вертикальные импульсы с нарастающей амплитудой. Сигналы шли снизу, из-под дна океана, с глубины, превышающей известные геологические структуры региона. Новозеландские ученые направили запрос коллегам на американской станции МакМёрдо, расположенной в том же регионе. Ответ был устным и неофициальным. Мы это тоже слышим. Не пишите об этом в отчет. Отдельную категорию составляют радиосигналы. В 2018-м радиолюбитель из Аргентины Диего Фернандес, используя направленную антенну, принял с антарктического направления серию сигналов в диапазоне коротких волн. Сигналы состояли из повторяющихся блоков одинаковой длины с паузами между ними. Фернандес записал сигналы и опубликовал записи в сообществе радиолюбителей. Специалисты по криптографии и кодированию, изучившие записи, установили следующее. Сигналы не являются случайным шумом, содержат внутреннюю структуру с признаками кодирования, но не соответствуют ни одному известному протоколу связи – военному, гражданскому или экспериментальному. Аргентинский регулятор радиочастот через месяц уведомил Фернандеса, что использованный им диапазон в его регионе отныне зарезервирован для государственных нужд. Все эти сигналы, почти акустические, версии сейсмические, радио, объединяет одна характеристика, которую независимо друг от друга отметили разные специалисты в разных странах. Они не затухают так, как должны затухать природные сигналы. Природный сигнал теряет мощность пропорционально расстоянию. Антарктические аномалии сохраняют структуру и мощность на дистанциях, при которых природный сигнал должен был бы стать неизмеримым. Это либо означает источник колоссальной мощности, либо направленное излучение. Случайные природные процессы не создают направленного излучения. Его создают те, кто умеет управлять энергией. В 1959-м, когда подписывался Антарктический договор, психологи из Стэнфордского университета по заказу американского правительства провели закрытое исследование под названием «Протокол Омега». Задача исследования формулировалась так: оценить психологические последствия для общества от официального подтверждения существования внеземного или параллельного разума. Результаты исследования засекречены, но их краткое изложение попало в открытый доступ через утечку в 1983-м. Вывод был однозначным. Публичное раскрытие такой информации приведет к коллапсу религиозных институтов, дестабилизации финансовых рынков, массовым социальным беспорядкам и потере управляемости государственными структурами в течение от 3 до 6 месяцев после объявления. Именно этот вывод лег в основу политики молчания. Это не предположение, это задокументированная логика. Правительства скрывают антарктические данные не из злого умысла и не ради власти над информацией. Они скрывают их потому, что в 1959-м группа ученых математически доказала, человечество в его нынешнем состоянии не способно принять эту информацию без катастрофических последствий для социальной структуры. Рассмотрим конкретные механизмы. Мировые религии, христианство, ислам, иудаизм строятся на концепции уникальности человека как венца творения. Подтверждение существования цивилизации, значительно более древней и развитой, чем человеческая, и существующей на той же планете, разрушает эту концепцию фундаментально. Около 4 миллиардов человек на Земле идентифицируют себя с одной из этих 3 традиций. Психологический кризис такого масштаба не имеет прецедентов в истории. Финансовые рынки функционируют на основе предсказуемости. Любая информация, радикально меняющая представление о природе реальности, создает непредсказуемость максимального уровня. В течение 48 часов после гипотетического официального объявления о подледной цивилизации рынки остановятся. Не из-за паники, а из-за невозможности оценить риски в принципиально изменившейся системе координат. Глобальная торговля, цепочки поставок, банковская система – все это требует стабильности ожиданий, которая исчезнет мгновенно. Государственные структуры держатся на легитимности. Легитимность держится на доверии. Если выяснится, что правительства 7 крупнейших государств мира на протяжении 70 лет систематически скрывали от своих граждан информацию такого масштаба, доверие к любым институтам власти обнулится. Не ослабнет, не пошатнется, не обнулится. Выборы, законы, международные соглашения – все это потеряет смысл в глазах населения, которое осознает масштаб обмана.
Именно поэтому раскрытие информации невозможно не только политически, но и технически. Нет механизма, через который можно сообщить 8 миллиардам человек о существовании подледной цивилизации так, чтобы это не вызвало коллапс. Нет языка для такого сообщения. Нет институтов, способных управлять реакцией на него. Те, кто принял решение молчать в 59-м, были правы в своей логике, даже если их решение само по себе является одним из крупнейших преступлений против права людей на информацию. Показательно, что в 2015-м группа из 42 ученых, философов и специалистов по коммуникациям по заказу НАСА провела новое исследование на ту же тему. Как человечество воспримет подтверждение существования иного разума. Вывод через 56 лет после протокола Омега оказался принципиально иным. Современное общество значительно более устойчиво к такой информации, чем общество 50-х. Интернет, научная популяризация, культурная привычка к идее множественности форм жизни – все это изменило психологическую готовность людей. Исследование 2015 года было опубликовано открыто, но те, кто принимает решения об антарктических данных, по-прежнему руководствуются выводами 59-го. Это и есть настоящая проблема. Не то, что скрыто под льдом, а то, что решение о молчании принято однажды и с тех пор воспроизводится автоматически, не потому, что оно по-прежнему верно, а потому, что система, созданная для его поддержания, стала самовоспроизводящей. Никто внутри этой системы не имеет ни полномочий, ни стимула пересмотреть решение 70-летней давности. А значит, молчание продолжается, независимо от того, изменилась ли его причина. В ноябре 2021-го российская буровая группа на станции «Восток» достигла отметки 3800 метров, где глубже, чем когда-либо бурили в Антарктиде. Официальная цель – керн льда для климатических исследований. Но в рабочем журнале экспедиции, фрагменты которого опубликовал анонимный источник на закрытом русскоязычном форуме в январе 2022 на дату 19 ноября значится следующая запись. На глубине 3782 метра бур прошел через слой льда в полость. Температура в полости плюс 4 градуса. Давление атмосферное. Взяты пробы воздуха. Состав воздуха идентичен атмосферному на уровне моря. Запах органики. Работы приостановлены. Ждем инструкции из Москвы. Следующая запись в журнале датирована 23 ноября. Через 4 дня. Она состоит из одной строки. Скважина законсервирована. Персонал эвакуирован на станцию. Дальнейшие работы запрещены до особого распоряжения. Состав воздуха идентичен атмосферному на уровне моря. Это ключевая деталь. На глубине почти 4 километров под антарктическим льдом не может быть атмосферного воздуха естественного происхождения. Природные полости под таким давлением льда либо заполнены водой, либо содержат газы вулканического происхождения. Углекислый газ, сернистые соединения, метан. Воздух с концентрацией кислорода 21% на такой глубине означает одно – эта полость вентилирует. Кто-то или что-то поддерживает в ней состав воздуха, пригодного для дыхания. Запах органики в записи журнала. Второй критический факт. Органические соединения в воздухе закрытой полости под льдом указывают на биологическую активность. Не на следы древней жизни, не на окаменелости. На активный биологический процесс, происходящий прямо сейчас. Через 7 недель после эвакуации группы с Буровой в середине января 2022 над станцией «Восток» были зафиксированы 2 военных транспортных самолета российских воздушно-космических сил. Гражданские транспортные рейсы на «Восток» выполняются строго по расписанию и публично документируют. Эти 2 борта не значились ни в одном публичном реестре полетов. Что они доставили или забрали, неизвестно. После их отлета станция перешла в режим радиомолчания на 18 дней. Независимый аналитик из Финляндии Микко Хейкинен отследил спутниковые снимки района станции «Восток» за период с ноября 2021 по март 2022. На снимках января зафиксировано следующее. В радиусе 200 метров от буровой точки поверхность льда просела на расчетную глубину около 3 метров. Проседание такого масштаба в такие сроки не объясняется естественными процессами. Оно объясняется либо обрушением полости снизу, либо направленным воздействием на структуру льда сверху. Буровой журнал исчез из форума через 90 часов после публикации. Аккаунт, разместивший его, был удален. Но текст записи успели скопировать и верифицировать несколько независимых исследователей, сравнив стиль и терминологию с известными образцами российской полярной документации. Вывод. Текст написан человеком с профессиональным буровым образованием и соответствует стандартам ведения рабочих журналов российских антарктических экспедиций. Это не спутниковый снимок с размытыми контурами, не радиосигнал неустановленного происхождения, не тепловая аномалия, допускающая геологическое объяснение. Это запись человека, который стоял у края скважины, дышал воздухом из полости на глубине почти 4 километров и чувствовал запах живого. И этого человека немедленно увезли, а скважину закрыли навсегда. Антарктический ледяной щит тает.
Это не экологическая риторика, это измеримый физический процесс. По данным спутника Грейс, континент теряет около 150 миллиардов тонн льда ежегодно. При нынешней скорости таяния через 100 лет значительная часть подледных структур Западной Антарктиды окажется в зоне досягаемости без бурения. То, что 7 правительств скрывали 70 лет, станет физически видимым. И у тех, кто принимает решение, заканчивается время на выбор. Сказать самим или ждать, пока лед скажет за. Признаки того, что выбор начинает делаться, появились в 2023. Сразу 3 государства – США, Австралия и Норвегия независимо друг от друга объявили о значительном увеличении финансирования антарктических программ. Американское национальное научное управление получило дополнительно $800 миллионов на расширение инфраструктуры присутствия в Антарктиде. Австралия анонсировала строительство новой постоянной станции в восточном секторе. Именно там, где зафиксированы максимальные тепловые аномалии. Норвегия возобновила картографирование района Земли королевы Мод впервые за 40 лет. 3 страны, 3 независимых решения, 1 регион, 1 временной период. Подготовка к чему-то идет открыто, просто никто не называет ее настоящим именем. В 2022 Конгресс США провел закрытые слушания по теме нераскрытых воздушных явлений, бывшего термина для неопознанных объектов. В рассекреченной части доклада упоминались объекты, зафиксированные над полярными регионами. В засекреченной части, по словам 2 конгрессменов, говорившись с журналистами анонимно, содержалась информация об объектах, выходящих из-под воды в антарктическом секторе. Не над Антарктидой, из-под нее. Вернемся к вопросу, с которого начали. Что скрывается за ледяной стеной на краю Земли? Ответ, который складывается из всех задокументированных фактов, выглядит следующим образом. Под антарктическим льдом существует система обитаемых полостей с атмосферным воздухом, активной биологией и геометрически правильными структурами. Эта система производит тепло, звук и радиосигналы, необъяснимые природными процессами. 7 государств знают об этом минимум с конца 50-х и поддерживают скоординированное молчание на основе решения, принятого из соображений социальной стабильности. Ледяной щит тает, и это молчание имеет физический срок годности. Самый точный индикатор того, что время действительно вышло, это не утечки и не спутниковые снимки. Это поведение самих правительств. Когда государства начинают одновременно наращивать присутствие в регионе, который официально считается просто холодной пустыней, они готовятся не к научным открытиям. Они готовятся к моменту, когда отрицание станет физически невозможным и пытаются контролировать условия раскрытия. Буровой журнал со станции «Восток» заканчивается записью о запахе живого на глубине почти 4 километров. Карта Пири Рейса 1513 года показывает береговую линию, которую человечество официально не знало еще 300 лет. Адмирал Бёрд говорил о силе, летающей с полюса до полюса. Базз Олдрин написал «чистое зло» и замолчал. Норвежский спутник зафиксировал тепловой след длиной 80 километров и был отключен от публичного доступа за 72 часа. Все это не теория, это хронология. И она ведет к одной точке. Под Антарктидой есть кто-то, кто был там задолго до нас. Кто там до сих пор? И кто, судя по тому, что ледяной щит продолжает таять, скоро перестанет быть тайной. Независимо от того, готовы мы к этому или нет.